Первые слова Библии звучат на языке подлинника так. «БРЕШИТ bara Элоким эт хашамаим ве ха-арец». Бог, еврейский Элоким означает, что есть единый источник всех сил, существующих в этом мире. Слово «брешит» нам указано на абсолютное начало мира, на то, что мир начинается началом, и у него есть Творец. Мир сотворен, создан, сделан по его воле, и в нем действует своя воля. Слово «брешит», первое слово Торы, указывает на существование изначального плана, который есть действующая сила творения. Этим планом, этой своей мыслью, этой решит, Элоким сотворил небо и землю. Новый Завет говорит, что этой решит, началом, которое было у Бога, мы слово был Мессия, Евреям 1:2, Колоссянам 1:15. Элоким Бог, его творение, его Творец, законодатель и судья в мире. Корень слова «бара» сотворил, родствен корню слова «убежал», «ушел», вырвался наружу. Бара Элоким, выведение из себя мира. Слово Бара Элоким говорят о том, что Бог сотворил, вывел из себя, породил замысел творения. Говорит Борис Берман в своей книге «Библейские смыслы». Слово «бара» употреблено в первой главе Торы 3 раза в отношении сотворения неба и земли, в отношении творения жизни и творения человека. Бара всегда творение из ничего сущего, из несущего. Второй книге Макаевской, 7 глава, 28 стих говорит: «Познай, что все сотворил Бог из ничего». Егова Бог, Он творец мира, образовал природу человека и устроил происхождение всех. Второй Макаевский, 7:23. Следующие же уровни творения сущего в Библии, каждое слово из самопорядке слов существенно важны. Эта книга обращена к нам, людям. Элоким, Творец, может быть виден и понятен нам только тогда, когда Он проявляется в мире через сотворенное им. Бог, выводя творение из себя, творит то, с чем Ему можно общаться, к чему можно обратить слово и что может это слово воспринять. И это видно в продолжении всего рассказа о днях творения. Бог сотворил мир для того, чтобы явить свое божественное присутствие. Однако человечество развратилось, поэтому Бог ограничил проявление своего присутствия только в своем народе, общине Израиля. Бог общается с величайшими людей, избирает их своими пророками. До того, как сотворил Вселенную, Мидраш говорит, Бог создал 7 понятий, жизненно важных для функционирования мира. Вот эти понятия. Первое — Тора, вторая — Шува, раскаяние, третья — рай, четвертое — озеро огненный ад, пятое — небесный трон славы, шестое — Иерусалимский храм, седьмое — имя Машиаха, Мессии. Тора была достоверение мира, об этом свидетельствует Давид в Псалмах. Ибо Бог во все времена творения следовал, Он шаг за шагом следовал словам Торы, придавая Вселенной тот вид, который соответствует плану, содержащемуся в Торе. Танах продолжает говорить: «Ибо так говорит Егова, сотворивший небо, Он Бог, образовавший землю, создавший ее, Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее, Он образовал ее для жительства. Я Егова, и нет иного». Исайя 45:18. Пророк Исаия говорит: Бог образовал нашу планету Земля для жительства. Эта планета расположена на таком расстоянии от Солнца, что могла существовать белковая жизнь. Была бы Земля ближе к Солнцу, и живые существа сгорели
осели бы, дальше замерзли бы, была бы иначе наклонена ее ось, и не было бы плавной смены времени год. Сотворена земля именно так, чтобы она была пригодна для жительства. Ибо Бог говорит: «Я Господь, и нет иного». Если бы в мире существовали многие боги, многие владыки и творцы, то законы бытия одной части Вселенной противоречили бы законам другой ее части. Поэтому книга Текст, Танах, Евангелие и Коран говорят о едином истинном Боге, который единый источник всех сил, существующих в этом мире. Егова Бог всего творения, Его Творец, законодатель и судья в мире. Изучая Кабалу, мы познаем, что слово «Бог» имеет числовое значение 86, и слово «Тема» природа также 86. Это и есть свидетельство того, что Бог сотворил природу. Человек даже при всем желании не может представить себе ничего прекраснее природы. В книге Иова сказано: «От духа его великолепие неба». Иова 26:12. Действительно, великолепие как Вселенной в целом, так отделенных ее частей свидетельствует о мудрости Творца и об осмысленности творения. Мы как бы гости в великолепном Творце, куда Бог пригласил нас, дабы, созерцая эту красоту. Давид в Псалме 26, 4 стихе говорит: «Одного просил я у Иеговы, то только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню, и посещать храм Его». Бог невидим, но красоту Его мы созерцаем, когда смотрим на сотворенную им Вселенную, на множество растительной и животной жизни, на красоту человека и звездного неба. Человек в определенном состоянии духа, находясь во Вселенной, ощущает себя в доме Иеговы. Собственно, весь мир — это дом, сотворенный Богом, это Творец, и в то же время храм. И человек чувствует себя поклоняющимся в этом храме, воспринимая его красоту как нечто, дарованное ему лично. О красоте творения, о непостижимости всего ее совершенства говорится в написанной царем Соломоном книге Экклесиаста. «Все соделал он прекрасным в свое время и вложил мир в сердца их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца». Экклесиаста 3:11. Люди, живущие на этой планете Земля, в полноте достигнуть дел Божьих не могут, но могут восхищаться тем, что Он все соделал прекрасным в свое время. В Псалме 138, 14 Давид обращается к Богу, говоря такие слова: «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это». Дорогой житель планеты Земля, твоя душа сознает ли это, что Егова Бог Творец, Он есть тот, который восседает над кругом земли. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья, говорит Исаия, 40 глава, 22 стих. Исаия говорит здесь о шарообразности Земли, о космическое вещество, называемое тонкой ткани, одновременно утверждает, что высшие миры тоже населены. Мы знаем из Библии, земля висит в пространстве, и Бог ее повесил ни на чем. Притом, ровно на таком расстоянии от Солнца, чтобы на ней могла существовать жизнь. Иова 26:7. В этой книге Иова, 38 глава, 4-8 стих, также говорится, что звезды существовали до земли, и управляющие ими ангелы, сыны Божьи, видя, что на земле создается разумная жизнь, восклицали от радости. Мы читаем последний, 31 стих 1 главы. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Дорогой житель планеты Земля, познал ли ты этого Творца, Бога живого, который сотворил небо и землю и море, и все, что в них, как об этом говорится в 1 главе книги Бытия, и о чем свидетельствует апостол Павел в книге Деяния 14:15. Если кто-то из жителей планеты Земля не познал Бога Творца, то прозелитизм предлагает вам получить бесплатно книгу Даниила Нестара «Тайна Бога», которая поможет вам познать Бога в 18 путях.
Итак, первая глава книги «Бытие» пронизывает мрак античной мифологии лучом света, света, который до сих пор озаряет землю, так что нам теперь даже трудно себе представить, как ярко был этот свет, когда он засиял впервые. На весь мир прозвучали слова о том, что во Вселенной господствует единственный порядок, что она была создана одной силой и приведена в движение, как огромная машина. Не было человекоподобных богов, и животные не были богами, и боги не были животными. Библейский рассказ о возникновении мира избавил человечество от идолопоклонства. Книга Загар говорит нам, что до начала творения был лишь высший, все собой заполняющий свет, и не было свободно незаполнено пространство, лишь бесконечный ровный свет все собой заливал. И когда решил он сотворить миры и создание их населяющие, этим раскрыл совершенство свое, что явились причиной творения миров, сократил себя он точки центральной своей, и сжал со свет, и удалился, оставив свободное, ничем не заполненное пространство, и равномерным было сжатие света вокруг центральной точки, так что место пустое форму окружности приобрело, поскольку таковым было сокращение света. И вот после сжатия этого в центре заполнено светом, в пространстве образовалась круглая пустота. Лишь тогда появилось место, где могут создания и творения существовать. Каббала, мы читаем, именно Арий, древо жизни, изложил эти слова. Все, что есть в нашем мире, не сходит из высшего мира, от Творца. Поэтому, если до сих пор существует хаос, пустота и тьма, как сказано в 2 стихе этой главы, то это означает то, что мы живем еще в шестидневном тысячелетии, и исчезновение этой пустоты языческой жизни до сих пор существует. Но Танах говорит, что она исчезнет. Прочтите Псалом 9:37, Иеремия 16:19. И наступит 7-й тысячи, к которой мы приближаемся, яркий синий свет, который будет в 7 раз больше светить. В начале этой первой главы мы читаем в 3 стихе: «И стал свет, и увидел Бог свет, что он хорош». 4 стих. Есть смотрящий, и есть то, на что Бог смотрит. Бог относится к свету как к чему-то уже от себя отделенному. Это Мессия, Сын Божий, получивший, как он об этом говорит, жизнь сам в себе. Он, Мессия, стал этим светом, Словом Бога, Иоанна 1:1. Свет в мире — это свет, отделенный от Бога. По первому речению Бога свет стал в мире, и Бог увидел, что этот первозданный свет хорош, таков, каким должен стать. Сотворенный свет соответствен его замыслу и воле, тому, чтобы добро могло осуществиться в этом мире. У света есть способность возрастания и убивания. Свет приходит и уходит, и уступает тьме. И тьма и свет несены в мир, но нет для борьбы между собой. У каждого из них своя сфера. Итак, в этой первой главе мы читаем, что на протяжении 6 дней творения было как вечер, то есть тьма, ночь, и день, свет. Так будет в течение 6 тысячелетия. Однако в 7-й день, утро субботы, 7-й тысячелетие, Иоанн в Откровении заявляет: ночи уже не будет. Глава 2. И эта глава начинается, как Бог благословил и светил 7-й день, субботу. Говоря о субботе, мы можем сказать, это краеугольный камень иудаизма. Закон о субботе изложен в одной из самых длинных глав Талмуда. На эту тему на древнееврейском языке написано горы литературы. И в то же время мы знаем, что решающим здесь являются лишь немногие фразы. 2 глава Бытия и 4 заповедь Моисеева закона. Пророки говорили также о субботе, как язычники становятся прозелитами и крепко держатся соблюдения субботы. Исайя 56 глава. Новый Завет говорит, что суббота остается для народа Божия, Евреям 4:9. Мессия сказал: суббота для человека, Марка 2 глава 27-28 стих. Здесь
святые Нового Завета соблюдали субботу, день Господень, Откровением, 12 глава 14 стих Откровения. И имели радость и исполнение Писания, Господа,